Арми, прекратите листать. То, что вы сейчас услышите, никогда не должно было стать достоянием общественности. Личные слова Тэйона, сказанные Чингуку, наконец-то просочились в сеть, и фанаты разрыдаются. В комнате воцарилась тишина, слишком тишина для двух людей, которые годами смеялись, выступали на сцене и пребывали в невысказанном взаимопонимании. Тэйон стоял у окна, в его глазах слабо отражались огни города. Чингук сидел напротив него, сжав кулаки, чувствуя, что этот момент отличается от всех остальных. Не было ни менеджеров, ни камер, ни сценариев, только тяжесть слуха, который преследовал их годами, слуха, который все до сих пор считали всего лишь фантазией фанатов. «Помнишь, когда нам впервые сказали не говорить?» Тихо спросил Тэйон ровным, но тяжелым голосом. Чингук поднял голову, затаив дыхание. Он слишком хорошо помнил. Именно тогда все изменилось. Тэйон сделал шаг ближе, еще больше понизив голос, словно стены могли их выдать. «Я никогда не переставал выбирать тебя», — сказал он. «Даже когда они выставляли это так, будто это сделал я». Чингук замер. Эти слова, простые, откровенные, сокрушительные, били сильнее любого заголовка. Годами Арми чувствовали эту дистанцию. Упущенные взгляды, моменты, вырезанные из видео, внезапный холодный профессионализм, заменивший теплоту на сцене. Фанаты бесконечно спорили. Это было реально или нам это показалось? Но в той комнате сомнений не осталось. Голос Чингука дрожал, когда он наконец заговорил. Тогда почему это так сильно ранило? Тэйон не ответил сразу. Вместо этого он опустил взгляд, сжимая пальцы. «Потому что защищать тебя означало позволить тебе поверить, что я ушел». Снаружи мир продолжал жить, как обычно. Внутри наконец-то зарылась давно похороненная правда. И этот личный момент стал началом всего, что Арми скоро узнают, потому что, как только слух станет реальностью, пути назад не будет. Чингук медленно поднялся, стул тихонько заскреп по полу. Его взгляд не отрывался от Тэйона. «Ты заставляла меня думать, что я один», — сказал он, не обвиняя, не злясь, просто честно. «Каждый раз, когда я искал тебя, а тебя не было рядом, я думал, что потерял тебя». Челюсть Тэйона сжалась. Впервые маска спокойствия треснула. «Я был там», — ответил он тихим, напряженным голосом. «На каждой репетиции, на каждом выступлении, каждую ночь ты не спала, гадая, что ты сделала не так». Он сделал вдох. «Мне просто не разрешалось это показывать». Слово «разрешалось» повисло в воздухе, как предупреждение. Чингук горько рассмеялся. «Так что слухи, дистанция, все это было сфабриковано», — осторожно закончил Тэйон. Воспоминания нахлынули внезапно. Персонал, встававший между ними. Внезапные изменения в расписании. Моменты, вырезанные из закулисных съемок. То, как менеджеры слишком пристально наблюдали за ними, когда они стояли рядом. Вещи, которые замечали Арми, но не могли доказать. До сих пор. «Я хотел кое-что сказать», — продолжил Тэйон, глаза его блестели. «Столько раз. Но каждый раз, когда я открывал рот, я вспоминал, чего это тебе будет стоить». Чингук тяжело сглотнул. «И чего это тебе стоило?» Тэйон не ответил сразу. Он полез в карман и вытащил телефон. Экран уже загорелся, словно он репетировал этот момент сотни раз. «Я написал это много лет назад», — сказал он, повернув экран к Чингуку. «Я так и не отправил». Чингук молча прочитал сообщение. Его руки задрожали. «И как бы далеко нас ни отдалили, я всегда узнаю тебя в толпе. Если однажды ты подумаешь, что мне все равно, пожалуйста, помни, что это был не мой выбор». Чингук поднял глаза, и, наконец, потекли слезы. «Ты должен был сказать мне». Тэйон подошел ближе, чем за последние несколько месяцев. «Я говорю тебе сейчас.
Ни один из них не понимал, что этот момент, это признание, не останется личным надолго, потому что где-то за пределами этой комнаты снова начали замечать закономерности. Взгляды, длившиеся на секунду дольше, чем нужно. Рука, немного поколебавшись, отстранилась. Возвращалось тепло, которое уже невозможно было вычеркнуть. И армия почувствовала это мгновенно. Слух не просто ожил, он был громче, чем когда-либо. Первый признак был незначительным, настолько незначительным, что его заметили только самые внимательные фанаты. Во время репетиции Чингук слишком свободно смеялся. Тэйон стоял чуть ближе, чем обычно, ничего драматичного, ничего очевидного, но армии давно поняли, что правда часто кроется в мельчайших деталях. В интернете начали распространяться видеоролики. Вы видели, как Чингук на него смотрел? Почему Тэйон постоянно поворачивается к Чингуку? Это как-то по-другому. И армии хотелось сказать это вслух. Но пока нет. За кулисами атмосфера тоже изменилась. Сотрудники обменивались взглядами. Они больше не пытались прятаться. Осторожная дистанция, которая раньше соблюдалась, стала менее строгой. Как будто кто-то перестал пытаться контролировать ситуацию. Тэйон заметил это первым. «Они снова наблюдают», – пробормотал он, когда они проходили мимо друг друга в коридоре, слегка коснувшись друг друга на секунду дольше, чем нужно. Чингук кивнул. «Пусть наблюдают». Один этот ответ говорил все. Но на сцене в тот вечер свет был ослепительным, а аплодисменты – оглушительными. Но посреди хореографии, как раз там, где они должны были отвести взгляд, Чингук замешкался, и Тэйон встретился с ним взглядом. Это длилось едва мгновение, но армии это заметили. Скриншоты заполонили ленты новостей в считанные минуты. Замедленные кадры. Сравнение с прошлыми выступлениями. Комментарии взорвались. Это не случайность. Они больше не прячутся. Слух. Он возвращается. За кулисами руки Чингука снова дрожали, на этот раз не от страха, а от облегчения. «Я не отводил взгляд», – тихо сказал он. Тэйон улыбнулся, мягко и устало. «Я видел». Впервые за много лет. Ни один из них не чувствовал необходимости притворяться, что ничего не происходит. Но с каждым пропущенным знаком давление возвращалось, становясь сильнее, тяжелее, опаснее, чем прежде. Потому что, когда публика снова начинает верить, кто-то всегда пытается это пресечь, и следующий шаг не будет тонким. Встреча была созвана без предупреждения и объяснений. Никакой повестки дня, просто сообщение, появившееся в их расписании как тихая угроза. Первым приехал Тэйон. Чингук последовал за ним через несколько минут. В комнате было холоднее обычного, слишком чисто, слишком контролируемо. Такое место, где эмоции оставляют за дверью. Тишину нарушил голос. Люди снова говорят. И ваши имена упоминались. В этом не было необходимости. Экраны были повернуты к ним. Остановленные видеоролики. Фотографии крупным планом. Заголовки с вопросительными знаками, тщательно расставленные, чтобы избежать ответственности. Слухи возвращаются. Армия замечает что-то другое. Чингук сжал челюсти. Тэйон не отводил взгляда. Вас предупреждали раньше. Голос продолжил спокойно. Общественное мнение имеет значение. Последовательность имеет значение. Наконец заговорил Тэйон. Как и честность. Комната напряглась. Сердце Чингука заколотилось. Он никогда не слышал, чтобы Тэйон так говорил. Не здесь. Не с ними. Мы ничего не говорили, добавил Чингук. Мы ничего не подтверждали. Но вы что-то почувствовали, ответил голос. И этого достаточно. Вернулась тишина. Тяжелая, как прежде. Затем последовали знакомые предложения. Измененная хореография.
Отдельные интервью. Другая рассадка. Меньше совместных моментов. Тот же шаблон повторился. Только на этот раз что-то было по-другому. Тэйон встал. «И?» – просто спросил он. Все взгляды обратились к нему. «Но я больше не исчезну», – продолжил он, голос его оставался твердым, несмотря на давящую на него тяжесть. Не тихо. Не ради чьего-то комфорта. Чингук посмотрел на него ошеломленно. За пределами комнаты Арми понятия не имели, что происходит, но чувствовали, что что-то меняется. Энергия, напряжение, то, как Тэйон и Чингук больше не выглядели как два человека, которых разрывают на части, а как два человека, готовящихся отстоять свою позицию. И как только это решение было принято, оставался только один вопрос. Сколько правды они готовы показать миру? Потому что следующий момент изменит все. Зал был полностью заполнен. Светящиеся палочки окрашивали темноту волнами фиолетового цвета. Кричалки разносились так громко, что казались биением сердца. Со стороны это был просто еще один идеальный вечер. Еще одно безупречное выступление. Но за кулисами все было иначе. Чингук поправил наушник, медленно дыша. «Если они нас остановят после этого, не остановят», – тихо сказал Тэйон. «Не сегодня». Не было никакого плана, никакого сигнала. Просто общее понимание, пережившие годы молчания. Когда зазвучала музыка, взял верх инстинкт. Они двигались по хореографии, как по мышечной памяти, точно, отработано, контролируемо до самого бриджа. Именно там все и произошло. Тэйон повернулся слишком рано. Чингук не отвел взгляд. Их взгляды встретились под светом прожектора. Открытые и безошибочно настоящие. Никакой игры, никакого притворства, только узнавание. Толпа закричала громче, потому что Арми это почувствовали. Телефоны взметнулись вверх. Руки задрожали. Онлайн-чаты взорвались. «Подожди, ты это видел?» Это не было частью хореографии. Они больше не прячутся. На долю секунды время замедлилось. Чингук улыбнулся. Не той улыбкой айдола, а той, которую знал только Тэйон. Тэйон ответил едва заметным кивком, едва уловимым, если специально не присматриваться, а Арми всегда присматривались. За кулисами после шоу царил хаос. Персонал напряженно перешептывался. Расписание уже переписывалось, но Чингуку было все равно. «Я ни о чем не жалею», — сказал он, задыхаясь. Тэйон покачал головой. «Ни на секунду». Этот единственный взгляд был запечатлен, воспроизведен, проанализирован, распространился по интернету за считанные часы. Замедленный, увеличенный, сравненный с каждым моментом, который они когда-либо разделяли. И впервые повествование не контролировалось. Его ставили под сомнение, потому что, когда миллионы людей видят одну и ту же правду, некогда молчание перестает работать. Где-то той ночью было принято решение не компанией, не заголовками, а двумя людьми, которым надоело притворяться, и на следующий день мир проснулся другим. К утру интернет стал неузнаваемым. Видеоролики с концерта заполонили все платформы, миллионы просмотров за часы, один и тот же момент повторялся бесконечно. Взгляд, пауза, улыбка, которая не была написана по сценарию. Арми уже проснулись. Это уже не совпадение. Они решили не прятаться. Мы видели этот взгляд раньше, много лет назад. Хэштеги росли быстрее, чем кто-либо ожидал. Не подтверждения, а вопросы, и это каким-то образом делало их громче. Тён молча листал ленту в телефоне. Чингук сидел рядом с ним, плечом к плечу. Ни один из них не отстранялся. «Они все связывают», — тихо сказал Чингук. Тён кивнул. «Они всегда так делают». Всплыли старые видеоролики, моменты, которые когда-то считались плодом воображения фанатов. Задержавшаяся рука, взгляд, застигнутый врасплох. Слова, произнесенные слишком осторожно в интервью.
На этот раз над ними не смеялись. На этот раз люди слушали. Затем пришло сообщение. Потом еще одно. Запросы на встречи. Предложение по заявлениям. Рекомендация молчания. Чингук выдохнул. Они хотят, чтобы мы сделали вид, что этого никогда не было. Тэйон заблокировал телефон и положил его. Я больше не буду притворяться. Годами они следовали каждому правилу, корректировали каждое движение, учились стирать себя из поля зрения общественности, и все же слухи так и не утихли, потому что правда имеет свойство выживать. За пределами студии Арми делали то, что всегда умели лучше всего: защищали, анализировали, ждали, не требовали ответов, не навязывали ярлыки, просто повторяли одно и то же снова и снова. Понимаем. Глаза Чингука горели. А что, если мы их разочаруем? Тэйон повернулся к нему. Не разочаруем. Не будучи честными друг с другом. В этот момент телефон Чингука снова завибрировал. Последнее сообщение, короткое и тщательно составленное. Нам нужно поговорить сегодня. Чингук поднял глаза. Вот оно, правда? Тэйон протянул руку к нему. Не прячься, не колеблись. Да, это оно. Потому что, когда мир начинает задавать правильные вопросы, самое сложное – не быть замеченным. Самое сложное – решить, что ты готов сказать. В этот раз комната была меньше. Ни экранов, ни слайдов, только стол, несколько стульев и неприятное ощущение, что этот разговор не будет таким, как раньше. Тэйон и Чингук вошли вместе. Уже одно это привлекло внимание. Пауза с другой стороны стола была короткой, но красноречивой. Годами они входили по отдельности. Сегодня они не стали этого делать. «Вы понимаете ситуацию», — начал кто-то размеренно и отрепетированно. Слухи нарастают. Молчание по-прежнему самый безопасный вариант. Чингук наклонился вперед. «Безопасный для кого?» Слова прозвучали резче, чем когда-либо мог бы прозвучать повышенный голос. Тэйон спокойно продолжил: «Вы просили нас контролировать моменты. Мы это делали. Вы просили нас создавать дистанцию. Мы это тоже делали». Его взгляд не дрогнул. И все же люди видели правду. И никто его не перебил. «Мы не просим ничего объявлять», — добавил Чингук. «Мы просим прекратить нас стирать». В этом и была проблема. Стирание всегда было планом. Воздух изменился. Это был не бунт. Это был отказ. Последовала долгая тишина. Поправили бумаги. Ручка постучала один раз, затем остановилась. «Вы знаете о рисках», — тихо произнес голос. Тэйон кивнул. «Мы живем с ними уже много лет». Снова тишина. На этот раз дольше. Наконец, другой тон. Не авторитет, не расчет. «Если вы не отрицаете это», — медленно произнес голос, — «люди сделают выводы». Ответ Чингука последовал мгновенно. Они уже это делают. И вот оно. Ни признание, ни отрицание, просто два человека, отказавшиеся больше лгать. Когда они встали, чтобы уйти, никто их не остановил. За пределами здания город казался громче, ярче. Реальным. В тот день армия не получила заявления. Никакие заголовки не кричали о подтверждении. Никаких официальных слов не было опубликовано, но произошло нечто другое. Впервые ничего не было исправлено. Никаких изменений, направленных на дистанцирование, никакого принудительного разделения, никакой внезапной холодности. И в мире, наученном читать между строк, эта тишина говорила все. Потому что, как только контроль ускользает, истине не нужно разрешение, чтобы существовать.